Отвод войск. Армия РФ начала внезапное отступление. Жест доброй воли или отвлечение внимания? Официальное заявление. Британские ракеты разбомбили Крым. Масштабное разрушение в Севастополе. Масштабный протест в столице, а главные артерии Москвы перекрыты. Сотни тысяч людей вышли на улицы. Город полностью парализован. Авиакатастрофа в Казахстане. Прилет Путина оборачивается трагедией. Токаев запросил помощь у России. Хозяин Кремля подписал указ об отправке своих элитных тигров. Москва начала операцию по переброске. Россия решила внезапно применить оружие против Армении. Кремль начинает реализацию сценария Украины. Об этих и других событиях к вечеру среды, 27 мая. Среда позади, неделя перевалила за экватор, а события лишь набирают обороты. Спасибо, что вы с нами. В эфире Нехта, я Степан Путила. Поехали. Минувшая ночь была огонь во всех смыслах этого слова, и сразу в нескольких регионах России было очень жарко. Охренеть, ракета влетела, 2 ракеты даже. Украина нанесла один из самых серьезных ударов за последние недели. Дроны и британские ракеты Storm Shadow одновременно накрыли сразу несколько регионов: Воронеж, Таганрог, Туапсе, Севастополь. Москва признала 140 сбитых дронов. О ракетах ни слова. В Воронеже дым поднялся над аэродромом Балтимор. Там базируются бомбардировщики Су-34, те самые, что сбрасывают бомбы на украинские города. Доброе утро называется. А во что? В Таганроге загорелся авиаремонтный завод, который восстанавливает военные самолеты. А в Туапсе снова вспыхнул НПЗ. Это уже и мем, и 5-й удар по объекту за одну весну. В Севастополе Storm Shadow с огоньком попали в штаб ВВС Черноморского флота и в здание местного Центробанка. Инкассаторы не помогли сбить, но об этом чуть позже в выпуске. Очень громко было. Россия той же ночью запустила по Украине 163 дрона. Украинское ПВО сбило 150 из них, остальные долетели. В Донецкой области погибли 5 человек. А вот о погибших в России не сообщалось. Да кто же все же чаще атакует мирных? Другие методы просто не работают. Россия внезапно решила применить свое традиционное, уже проверенное временем оружие, причем против своего еще, можно сказать, недавнего союзника Армении. Москва неожиданно заявила, что может приостановить льготные поставки газа, нефти и алмазов. Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским Союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры. Для Армении такой внезапный удар от партнера будет болезненным. Страна почти полностью зависит от российского газа по льготной цене, около $180 за 1000 кубов. Это в 3 раза ниже европейских цен. Потеря льгот ударит по тарифам для всех, и для простых граждан, и для бизнеса. Кремль явно пытается заставить Ереван выбрать либо ЕС, либо дешевый газ. Россия продает газ Армении $177,5 за 1000 кубов. Разница большая. Разница существенная. Это свое оружие Россия применяет далеко не впервые. Раньше Кремль давил энергетикой на Украину, Грузию и Молдову. Теперь на очереди Армения. Льготу, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет. Это не с неба. Это за счет Российской Федерации. С 2022 года Ереван разочаровался в Москве после войны в Карабахе, заморозил участие в ОДКБ и взял курс на Европу. Поддержка ЕС среди армян больше 70%. Но чем ответит Пашинян? Как думаете, есть ли у него карты, кроме подписанного накануне стратегического партнерства США? О нем мы, к слову, рассказывали в предыдущем выпуске «Ну и новостей» на канале Нехта. Ну и главное, факт, который многое объясняет. Парламентские выборы в Армении пройдут уже 7 июня. И, похоже, Кремль хочет повлиять на их исход. Вопрос лишь в том, получится ли. А вы как думаете? Напишите, прочитаем. Впрочем, было бы что поставлять вообще. Накануне на совещании у вице-премьера Новака обсуждали запрет на вывоз из России авиакеросина за рубеж. Впервые в истории. Причина простая. Украинские дроны вывели из строя НПЗ мощностью 70 миллионов тонн переработки в год. Каждый 5-й завод в стране. Бензин было запрещено экспортировать еще с апреля. Теперь же очередь дошла и до керосина.
Внутри страны цены уже выросли почти на 5% только за май. Страна, которая годами называла себя энергетической сверхдержавой, теперь затыкает дыры административными запретами, потому что украинские дроны жгут заводы быстрее, чем их успевают восстанавливать. До чего еще доберутся беспилотники? А что могут пощадить? Напишите, прочитаем. Авиакатастрофа в Казахстане прямо в день прилета Путина, о котором чуть позже. Самолет Ан-2 разбился в Павлодарской области, зацепил линии электропередачи и рухнул в районе села Железинка. На борту было 2 пилота, один погиб на месте, второго вытащили живым сотрудники спасательной службы, сейчас он в больнице. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы, причины крушения устанавливают следователи, уголовное дело уже возбуждено. Путин едет в Казахстан, а перед визитом напоминает, кто в доме хозяин. В казахстанской прессе накануне вышла его статья. Тон дружеский, суть другая. Россия вложила в экономику Казахстана почти 30 миллиардов долларов. А главное, через российскую трубопроводную систему идет больше 80% всего казахстанского нефтяного экспорта. Один кран в Новороссийске, и экономика страны получает огромнейший удар. Путин об этом не говорит прямо, но все понимают. Вот Касым-Жомарт Керемович сказал, что где-то 27 миллиардов, по нашей статистике 28,2 миллиарда. Такаева в своей статье он называет действительно близким другом. Звучит тепло пока что, особенно на фоне того, что происходит с Арменией, которую Москва сейчас душит энергетическим шантажом за разворот в сторону Европы. Послание соседям простое. Видите, что бывает с теми, кто уходит? Казахстан пока балансирует, строит отношения с Китаем, Турцией и Западом, но нефтяной кран все еще в чужих руках. Знаем, что нас смотрит много зрителей из Казахстана. Как думаете, чего можно ожидать от этого визита и какую именно сторону выберет ваша страна? Вместо подсчета денег огонь на поражение. Россия вооружает банкиров. И нет, это не шутка. Госдума официально разрешила сотрудникам Сбера, Центробанка и инкассаторских служб самостоятельно сбивать украинские дроны. Им выдадут оружие и поставят антидроновые системы прямо у отделений. Страна, которая тратит треть бюджета на войну и называет себя второй армией мира, теперь просит инкассаторов закрыть дыры в противовоздушной обороне. Скоро у каждого банкомата огневая точка. Прогресс. Российская армия начала внезапное отступление. Оккупанты начали отступать на Запорожском и Днепропетровском направлениях впервые за долгое время. Об этом заявил глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко. Пока речь о локальных контратаках, украинцы выдавливают россиян с отдельных позиций, возвращают высотки и лесопосадки. Полноценного бегства нет, но тенденция для Москвы неприятная. Особенно, когда одновременно горят НПЗ в Туапсе, авиазавод в Таганроге, а инкассаторов учат сбивать дроны. Впервые в ООН постпред РФ Василий Небензя неожиданно выступил против войны. Но есть нюанс. Я не говорю, что война — это хорошо, мне это не нравится, но в таких ситуациях, да, есть жертвы среди гражданских. Однако разница заключается в том, что мы никогда не наносим удары по мирным жителям намеренно. Да-да, все случайно. И о том, что война идет, а не СВО, тоже случайно. Проговорился. В День независимости Грузии десятки тысяч человек вышли на главный проспект Тбилиси, несмотря на прямой запрет властей. Флаги ЕС, Украины, Грузии скандировали «Свобода» и «Россия вон». Полиция в масках укрепляла ограждение вокруг парламента. В национальный праздник власть защищала себя от собственного народа. Это уже 545-й день непрерывных протестов. Пока Путин летит в Астану говорить про дружбу, в Тбилиси тысячи людей объясняют, что думают о таких дружбах с РФ. А вот в Москве тоже десятки и даже сотни тысяч людей вышли на улицы. Пришлось даже перекрывать основные улицы, но вышли не на протест. 350 тысяч мусульман собрались у соборной мечети на Курбан-Байрам. Власти заранее перекрыли целый ряд центральных улиц. Движение в районе проспекта Мира встало. Для религиозного праздника Москва готова остановить город. Любой антивоенный митинг разогнали бы за минуты. Вот и весь контраст. Россия отправляет своих животных в Казахстан. Путин письменно сообщил об этом президенту Такаеву. А сценарий, разумеется, тот же, что и всегда. Они сами попросили о помощи. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра, наше профильное ведомство провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены 2 взрослых тигра и пара тигрят.
Амурские тигры – самые крупные кошки в мире. В Казахстане они исчезли еще в середине прошлого века из-за охоты и потери места обитания. Степи и полупустыни для амурских тигров, к слову, непривычны. Они любят более густые леса. Россия продолжает настойчиво предупреждать весь мир. Уходите из Киева, удары будут. То ли у них там терпение кончилось, то ли чемоданчики где-то переполнились. МИД РФ официально и настойчиво требует от всех посольств эвакуироваться из украинской столицы. ЕС отвечает коротко: никуда не уходим. Посол Евросоюза в Украине заявила, что они остаются, чтобы не поддаваться давлению. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев это, к сожалению, прочел и написал на английском. ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждение России. Что ж, видимо, дипломатов у них с избытком, и нужно как-то сокращать штат. Генсек ООН тем временем традиционно глубоко обеспокоен планами Москвы ударить по Киеву. Кстати, интересный вопрос. А китайских дипломатов это предупреждение Медведева тоже касается? Или это другое? Как думаете? Напишите, прочитаем. В российском парламенте новый закон, серьезный, государственной важности. Депутатам Госдумы хотят запретить проносить телефоны на заседания. Спикер Володин лично поднял этот вопрос после того, как депутат Дропека спокойно болтала по телефону прямо во время выступления коллеги. Володин не сдержался и пообещал принять решение имени Елены Григорьевны Дропека. Это, видимо, высшая форма думской ответственности. Вот, может быть, все-таки мы, придя на работу в этот зал и принимая ответственное решение, телефоны будем оставлять в своих кабинетах? Есть только одна проблема. По Конституции депутата нельзя подвергать личному досмотру. То есть проверить, сдал ли народный избранник телефон, тоже нельзя. Выходит, люди, которые голосуют за войну и бюджет страны, не могут 2 часа продержаться без гаджета. И даже забрать его никто не имеет права. Кстати, в январе Володин уже запрещал фотографам снимать заседания, потому что депутаты зевают и показывают не самые правильные черты характера. Скоро, видимо, будут сдавать на входе все. Телефоны, совесть, здравый смысл. Или уже сдали? Как вы думаете? Телефон у депутата отобрать нельзя, а вот яхту и золотой унитаз тоже? Пишите в комментариях. На этом все. Увидимся с вами уже утром.